Черный баран. Эта история произошла со мной в 2001 году. За ее достоверность могу ручаться, несмотря на то, что рассказанное здесь тянет на бред и может показаться несколько притянутым и отчасти даже неправдоподобным спустя столько лет даже мне. Но все равно, когда вспоминаю ту ночь, мурашки по спине каждый раз устраивают гонки. На тот момент мне было 11 лет, и я часто приезжала в деревню к маминой знакомой, у которой младшая дочь Наталья была одного со мной возраста. Деревня была не очень большая, 2 трехэтажных дома на 2 подъезда каждый, и 4 деревенских частных домиков, школа, магазин, пруд с близлежащими разваленными колхозными постройками. Стандартная, в общем-то, картина в Орловской области. В этой деревне, как и во всякой любой другой, жили бабки. И, как это часто бывает, среди бабок были призванные ведьмы. Одна из них, бабка Рая, на ведьму не походила совсем. Краснощекая, толстая, носила только цветастые платки и юбки. Лет 70 поди было тогда, а она все приговаривала: «Я еще молодуха, мне б еще мужика», что служило предметом насмешки как остальных бабуль, так и молодежи, которая часто эту фразу из Раисиных уст слышала. Рая ходила с палочкой, сильно припадая на левую ногу. Что же у нее там с ногой было, никто не знал, да и особо не интересовался. Но толки про Раису ходили нехорошие. Дескать, детей к ней маленьких пускать нельзя, сглазит. А по ночам из ее квартиры на 2-м этаже иногда доносятся странные звуки. Хоть все и знали, что живет бабка одна, и домашних животных у нее нет, а гостей она не привечала. Сами ходили как-то ночью, слушали с Наташкой. И правда, звуки довольно странные, будто кто-то по полу большим количеством ног, минимум 4, ходит и дышит глубоко и часто. Мы со смехом списывали это на то, что Райке все же удается таскать к себе мужиков и доказывать им, что она еще молодуха. Но все равно было боязно. Мамина знакомая жила в одном из 3-этажных домов на 3-м этаже в этажке, как их называли деревенские жители, самым крайним к лесу и сараям. От дома к сараям идти было недолго, 100 метров по забетонированной дорожке. И вот однажды забыл Наташкин папа после того, как кормил вечером поросят, выключить свет в сарае. Увидел из окна, когда курил на балконе, да выглядывал нас с горки, что свет горит. На дворе январь, стемнело быстро, а мы с Наташкой на горке задержались. То овчарку графа потеряли, то санки забыли на полпути к дому. Время приближалось к 12, все уже ложатся спать, тут заваливаемся мы. Впервые нам даже не досталось за такое позднее явление. Дядя Вася жутко обрадовался, что ему не придется волочься в сарай выключать свет. Я была по суше, с Натой уж совсем на пол текло после наших катаний. Я и отправилась выключать свет. За мной увязался граф. Дошла, выключила свет, закрыла сарай, иду вверх домам. Дойти осталось почти полдороги. Как вижу, буквально из ниоткуда на дороге передо мной появляется баран. Черный, с рогами, выше обычного барана раза в 1,5. И тут я припоминаю, что в деревне у нас черных баранов нет, есть серые, белые, рыжие. Последний черный баран, которого держали на племя, и от которого в деревне еще у кого-то могли быть черные ягнята, умер еще летом, но и от него черных ягнят никогда не бывало почему-то. В общем, баран точно не наш, не деревенский. Зная, что бараны, особенно незнакомые, могут вести себя агрессивно, я начала пятиться назад, схватила графа за ошейник. Стараюсь крепко держать, а граф бесится, скулит, пытается не то на барана кинуться, не то убежать, куда глаза глядят. Баран начинает наступать на меня. Я уже мысленно вижу, как он втаптывает мое тщедушное тело в снег, как вдруг одна деталь мне бросилась в глаза. Взгляд. Глаза у баранов обычно коричневые, выпуклые, туповатые, немного косят,
А у этого даже в темноте было видно, какие они зеленые, чуть ли не светящиеся. И взгляд какой-то словно издевающийся. Смотрит ровно, прям в глаза мне. Я опешила, выпустила из рук ошейник, и тут граф с диким визгом, какой сложно услышать от взрослой овчарки, которая часто помогала сгонять в стадо тех же баранов или коров, бросается на барана. Баран отклоняется, бережет горло, и граф клацает зубами, ухватившись за заднюю правую баранью ногу. Баран ревет жутким, абсолютно не бараньим голосом, от которого я, сверкая пятками, несусь, куда глаза глядят. Минут 20 я, выглядывая из-за заборов огородов, ползком добиралась до дома, взлетела по лестнице на 3-й этаж. Посреди прихожей лежал граф целый невредимый, на шее немного крови, как оказалось, не его. После моего сбивчивого рассказа все решили, что в деревню, хоть и непонятно откуда, ближайшая деревня километров за 20 находится, пришел чужой баран. Граф испугался нового запаха и решил меня защитить. Вот и вся мистика, ибо зеленых глаз у баранов не бывает, а умных тем более. Утром я проснулась от звука каких-то обеспокоенных голосов во дворе. Приехала скорая помощь. Оказывается, Раисе ночью стало плохо. Она пришла к соседям, которые отправили сына к еще одним соседям, у которых был стационарный телефон. Вызвали скорую. В деревне, где все знают, новость тут же стала достоянием. Райке здоровую ногу покусала собака, мышцы на ляжке погрызла. Больших собак, способных погрызть человека, в деревне было довольно много, но все на привязи у частных домов. На этажках же был только наш граф, который давно уже был призван всеми собакой культурной. Зря не лает, детей не обижает, да и гуляет он всегда с кем-то из домашних. Его все любили, даже самые вредные бабки. Через несколько дней Раиса стала выходить из дома. Куры-гуси что же есть хотят? Бледная, похудевшая сразу килограмм на 20, и все глазами как-то странно рыскает, ищет что-то. Еле ходит, обе ж ноги теперь больные. И когда мы случайно столкнулись с ней у сарая, граф при виде нее заскулил, запросился домой и вдруг убежал в сарай. Рая пока валяла дальше, а буквально вечером того же дня граф, заходя со мной в подъезд, оцарапал бок ржавым гвоздем, которого в подъездной двери отродясь не было. Многодетный заботливый папаша с 1-го этажа самолично обтесал доски этой двери и покрыл еще летом свежей краской, дабы дети не таскали домой занозы и царапины. Пустяковая царапина, но через 10 дней графа не стало. Заражение крови, а кинулись за помощью слишком поздно. Как я чуть не стала ведьмой. Это реальная история, моя жизнь, имена я изменила. Сколько я себя помню, я всегда гадала. Никто меня этому специально не учил, просто смотрела на свою сестру, запоминала. Я знала, что мама гадала в молодости, родители познакомились в компании общих знакомых. Мама нагадала папе, что у него умрет отец, но не сказала ему прямо: «Бери отпуск, езжай домой». Папа приехал уже на похороны. После этого папа запретил маме гадать. И не могу сказать, что я к этому относилась так серьезно. Так, развлечение на посиделках с девчонками. Для меня был первый звоночек где-то в 2007 году. Мы с подружками, как всегда, собрались у меня дома на святочные гадания. Расположились у меня в комнате, зажгли свечи, все, что нужно, принесли. Помимо прочего, я всем делала раскладку на картах на будущий год. Моей лучшей подруге выпала весна, раннее утро, церковный праздник, смерть близкого родственника. Я ей расшифровала, что год не очень удачный, и все. Когда моя подруга позвонила мне на Пасху и сказала, что ее папа умер в 6 утра, меня как током шибануло. Для себя я решила, что гадать больше не буду.
Но не тут-то было. Меня просто тянуло к картам. Потом стало совсем плохо. Иду по улице, а в мыслях просто плююсь проклятиями в прохожих. Как же было страшно. Думала, что схожу с ума. Рассказала все маме. Мама меня отвела к одной женщине. Сели мы в комнате. Катерина зажгла церковные свечи, взяла икону и стала надо мной водить руками, что-то читать. Я закрыла глаза и увидела бабку. Мне показалось, что она в одежде монахини, вся в черном, видно только кисти рук и лицо. Потом я стала терять сознание. Это продолжалось несколько секунд. Потом Катерина мне сказала: «Крест ты не свой носишь, где взяла? На дороге подобрала». «Нет же, мой крестик, мне крестная его подарила». Когда потом мы с мамой прижали крестную, то она созналась, что крестик купила с рук. Еще Катерина сказала, что у нас на роду по женской линии всем написано гадать, что была у нас в роду женщина, черная, злая. Ее я как раз и видела, когда сознание начала терять. Сама она прокляла весь свой род, что во всех нас по чуть-чуть этого есть, чтобы я и сестра наблюдали за девочками своими, что у них тоже рано или поздно способности проявятся. Племянница уже периодически выдает что-то, а мне силы досталось больше, чем и маме, и сестре, и всем родственникам. И если не одуматься, то кончится тем, что я просто стану ведьмой. Не ведуней, которая людям помогает и лечит, а именно вот такой злюкой, что на мне венец безбрачия. К слову сказать, было мне к тому времени уже 24 года. Ни парня, ни жениха, никаких отношений. И тут я задумалась, ведь и правда, откуда я знаю гадания все эти? Как у меня в голове все эти проклятия появляются сами собой, будто нашептывает кто-то. И ведь так часто мне снятся вещи и сны. Я редко, но вижу будущее своих близких людей. Я противиться стала, вот сила моя выход ищет, оттого и проклятия во всех пускаю. Отправила меня в церковь, нужно было отстоять службу, исповедаться, сказать: «Господи, прости мне тот грех, за который меня наказали родовым проклятием, и причаститься». Пошли мы с мамой. В церковь-то я вошла, а дальше не могу, ржач дикий просто разбирает. Потом захотелось плакать. Службу я еле отстояла, то ноги отнимались, то спина болела. Наконец подошла к батюшке, стала исповедоваться. Накрыл меня батюшка епитрахилью, и я чуть не сказала: «Господи, прости мне тот грех, за который меня наградили родовым проклятием». Представляете, чуть не сказала «наградили» вместо «наказали». Вовремя пришла в себя и сказала все правильно. Домой меня мама волокла на себе. Проспала я дома почти сутки. Только открываю глаза и опять закрываю. Проваливаюсь в сон, но без сновидений. Проснулась я только к вечеру следующего дня. Собрала все свои карты. Нашла аж 9 колод в доме. Все книги по гаданиям. И пошла выкидывать на помойку. Господи, что ж со мной там было? И плакала, и скулила. И почувствовала, что дышать нечем. Быстро все кинула в бак и домой. Когда мама меня увидела, то медленно сползла по стеночке и заплакала. На шее у меня были фиолетово-синие отпечатки рук. Вот поэтому мне воздуха и не хватало. Потом было долгое лечение. Катерина молитвы надо мной читала не одну неделю. У меня были ломки, снились кошмары, но мы справились. Через 2 месяца после этих событий я встретила своего будущего мужа, и все так стремительно закружилось. Через полгода мы поженились, еще через год у нас родилась замечательная дочь. Я уже и не вспоминала, что было со мной, все казалось таким далеким. Но когда моей малютке было несколько месяцев, мы спали днем вместе в обнимку на кровати, и снится мне сон. Так солнечно все кругом, радостно. Я открываю глаза и вижу, что маленькая моя спит, вся кровать в лучах света, и что тень мелькнула на балконе. Я голову от подушки поднимаю и вижу ту самую бабку. Она смотрит на нас из-за стекла.
Я хочу встать, шторки закрыть, но не могу пошевелиться. И тут голос ее слышу. «Да не бойся ты, я посмотреть на нее хочу». Я резко проснулась, вскочила. Такой же солнечный день, балконная дверь закрыта, все тихо, никого нет. Моя дочь спит на кровати рядом со мной. Прошло уже несколько лет, а мне все кажется, что это не просто сон был, что приходила бабка-то. За книгой пришла. Эту историю мне рассказала старшая сестра, по отцу родная, то есть матери у нас разные. Семья была не очень обеспечена, искали жилье подешевле. И вот, собственно, сама история. Сестра Лена, которой тогда было 12-13 лет, ее мама только развелась с нашим отцом, и они из города переехали в деревню к родственникам. У их бабушки жить не получилось, решили снимать дом. Нашли за довольно малую цену. В этом доме было 2 большие комнаты. В одной из них жили сестра, брат и их мама, а в другой молодая семья. Ну а далее расскажу от первого лица сестры. Прожили уже около недели, обживаться начали. Мама ушла в ночную смену, и мы с братом легли спать. Слышим, дверь входная открылась, и полы немного поскрипывают. Но мы не обращали на это внимания, может, соседи ходят. Но так повторялось очень часто, причем на утро двери были настежь открыты. Наступали зимние холода, и когда были открыты двери, это у всех вызывало недовольство. Собравшись в один из вечеров 2 семьи на кухне, при том, что соседи думали друг на друга, стали выяснять, зачем дверь открытой оставляют, холодно. Но и мы, и соседи уверяли друг друга, что дверь не открываем, тем более на ночь на засов закрываем, ждать некого, да и для безопасности. И тут они решают узнать, кто же открывает. Глава семейства наших соседей, как единственный мужчина в доме, вечером решил сесть на кухне, из которой хорошо видна дверь, и проверить. Сначала была думка, что кто-то лунатизмом страдает. Сидит он, значит, на кухне, и время далеко за полночь. Начинает тихо открываться дверь, причем засов был, а она как без засова открывается. Мужик обомлел, притих и слышит, скрипы по полу в сторону комнат идут, но через несколько секунд все притихло. Только собрался идти в свою комнату, как резко и с большим грохотом в кухне открывается форточка. Забежал в комнату и не сомкнул глаз до утра. Утром все проснулись, и он начал им рассказывать. Ясное дело, ему никто не поверил, кроме его жены, и вот она решила узнать, что бы это могло быть. Вечером, выйдя на улицу, там, где собираются бабушки, подошла и завела разговор издалека. В итоге выяснилось, что в этом доме жила ведьма, и говорят, что спрятала свою книгу в нем, а где никто не знает. Искали, сколько не нашли. И вот как бы приходит и ищет постоянно. Через неделю съехали оттуда и мы, и наши соседи. Не смогли такого больше терпеть. И вот спустя долгое время дом тот начал рушиться. Никто там не жил. Купила его новая семья. Хотели его снести, да откладывали все. А у меня родилась дочка, ей на то время уже 5 лет было. На лето привезла ее в деревню и сама к родителям приехала. Сидим мы с мамой за двором, время летнее, темнеть начало, а дочки все нет. Пошли к соседям спрашивать, а они сказали, что видели детей возле того дома. Мы бегом туда, прибегаем, а там дом рушить начали. Сняли крышу, стены почти разобрали, только половина полов осталась. Слышим голоса детские, ринулись, они сидят в кружке и что-то разглядывают. Подходим, а там книга черная старая лежит. Мы-то с мамой сразу поняли, что за книга. Детей домой отправили, а сами решили сжечь книгу. Но так поджечь ее и не смогли. Может, отсырела, может, мистика какая. Дождались отчима. Приехал он, принес бензина. А время уже за полночь. Облили бензином, кинули спичку. Разгорелась, но как-то медленно все равно.
и горела книга с таким противным скрипом и ярко-зеленым пламенем. После этого ничего страшного не происходило.